Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья Сергеевна, и сегодня я расскажу вам, как помочь ребенку с дискалькулией. Дискалькулия сейчас достаточно частое явление, она встречается у детей в 10% случаях. И что нужно делать у тех, у кого выявлена дискалькулия, и тех, у кого не выявлена дискалькулия. Чем раньше вы начнете заниматься с детьми счетом, тем будет лучше. Лучше всего начинать с детьми заниматься счетом где-то в районе 3 лет. Что для этого нужно? Для этого нужно просто с ребенком ходить и везде все считать. Считать окна в домах, подъезды, машинки. Выбирать, например, когда проезжают мимо машинки, сейчас мы считаем красные машинки, а в другой раз зеленые машинки. В общем, считать все везде, всегда и везде. Дискалькулия – это врожденная особенность ребенка. Ребенок трудно усваивает счет. И если специально не работать с ребенком с такой проблемой, то ему будет трудно и складывать, и вычитать. Он не запомнит таблицу умножения. И вообще все, что касается математики, будет очень трудно. В некоторых случаях даже невозможно усвоить. Это не значит, что ребенок отстает в интеллектуальном развитии. А такие дети обычно умные, способные и талантливые. Им не удается только математика. У них не получается счет. Изначально дети не запоминают названия цифр, не запоминают геометрию цифры, путают, в какую сторону писать. Обычно у этих детей очень плохой почерк. Обычно, когда они начинают писать, то пишут очень коряво, цифры получаются очень плохо, и путается геометрия цифры самой. И цифры часто зеркают, переворачивают, они бывают во все стороны, могут быть направлены. Как определить ребенка с дискалькулией? Дети, у которых дискалькулия, очень трудно запоминать название цифр. Если они даже запоминают по порядку цифры, то когда они начинают что-то считать, они быстро перескакивают. Обычно это начинается прямо с цифры 4. 1, 2, 3, а дальше уже не 4, а там может и 10 быть, и 12, и любая другая цифра. Они забывают, как называются цифры. Если их попросить, например, считать не от одного, а от двух. Вот посчитай мне, начиная с двух. Ребенок не может вообще начать читать. Он считает опять с одного. Проблема с счетом связана с тем, что он не запоминает зрительно цифру. Как это можно поставить? Для этого вам понадобится пластилин. Пластилин белый, выпускает фирма Кохинор. Называется белый пластилин для школьников. Значит, для того, чтобы делать с детьми цифры из пластилина, вам понадобятся образцы цифр. Можно взять цифры, которые входят в счетные наборы, а можно взять цифры, написать самому. Карточки с цифрами. И ребенку дается пластилин, лепим вот такую колбаску, и ребенок лепит из нее цифры. Значит, надо сразу приучить ребенка лепить цифры правильно. Я обычно объясняю детям так. Ты же любишь, когда тебя гладят по голове, а не против. Также цифры любит, когда ее лепят с головки к хвостику. Вот найдем, где у цифры головка, а где хвостик. И ребенок так и лепит цифру от носика к хвостику. Начинаем лепить с ребенком цифры. Когда мы лепим цифру 1, мы к ней не только цифру лепим, но и количество цифр, то есть один шарик. Следите за тем, чтобы дети лепили шарики, такие кругленькие, аккуратненькие. Дело в том, что дети любят переходить на горох. Чем дальше идут цифры, тем больше шарики превращаются в пылинки. Значит, слепив несколько цифр, для начала сойдет 2-3 цифры. Значит, лепим цифру 1 и цифру 2. После этого и лепим цифру 3. Значит, обязательно к ним лепим количество числа. То есть столько шариков, сколько сама цифра. Это упражнение подойдет детям не только у кого есть дискалькулия, а детям любым. Она учит их геометрии цифры, учит запоминать, как цифры пишутся, и развивать визуальную память.
Значит, когда вы слепили циферку, ребенок слепил, вы просите его закрыть глазки. И, закрыв глазки, кладете ему цифры по очереди на ладошку и прижимаете другой ладошкой. Он должен на ощупь узнать, какую цифру вы ему положили. Детям такая игра очень нравится. Значит, когда вы в разнобой дали ему цифры поузнавать, и он их узнает, похвалите ребенка. Следующим этапом дайте ему какой-нибудь предмет, оборот карандаша или ручки, чтобы он мог себе эти циферки сам написать на ладошке. И ребенок у вас, попросите его, скажите, напиши себе на ладошке циферку. Вот он пишет себе на ладони цифры. И 1, и 2, и 3. После этого вы ему предлагаете такую игру. Ты закрываешь глазки, а я тебе пишу циферки. Значит, если у ребенка не получается узнавать, вот только пока 1, 2, 3, дальше не идем. Если ребенка не получается узнавать цифры, тогда вы просите ребенка смотреть глазами на цифры, а пишите ему на руке так, чтобы он не видел. Значит, и можно еще такую игру. Вы ему пишете, а он должен другой ладошкой закрыть цифру, которую вы ему написали. И назвать цифру 2. Или цифру 3. Значит, это одно из упражнений. Дальше очень полезно детям играть с фигурами. Есть фигуры такие специальные, вот у меня такие специальные фигуры, сделанные из дерева, они, конечно, самые замечательные, но их достаточно трудно купить. Поэтому, если подойдут любые фигуры, в том числе можно брать фигуры Дениша. Вот они выглядят так, они везде продаются. Вот. И вы играете с ребенком в такую игру. Он закрывает глаза, а вы ему даете в руку фигуру, он должен называть. Вначале вы ему даете, ну, там, кружочек, квадратик, он называет просто, как называется фигура. А дальше вы его просите не просто назвать фигуру, а попробовать на ощупь. Вот вы прошли 1, 2, 3, 4. На ощупь определить, сколько у фигуры уголков. Вот дали кружок, уголков нет. Говорит, нету тут уголков. Кругленькая. Дали треугольник, ребенок говорит, вот пощипал, хорошо, закрытыми глазами назвал 3 уголка. Хорошо, когда есть полукруг, вот тут 2 уголка. Он может пощупать и сказать 2 уголка. Дело в том, что когда ребенок щупает фигуру, вообще попробуйте любой предмет сами взять и закрыть глаза. Пока вы его себе не представите, вы его не узнаете. Поэтому дети легко научаются видеть те предметы, которые держат в руках. Также потом и цифры. Когда они держат в руках цифру, они ее видят и представляют. Это было первое занятие из цикла «Как работать с дискалькулией». Смотрите наши ролики. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете, как работать с ребенком, как научить его считать быстро и правильно. Спасибо за внимание.